Ровно 1 год и 1 месяц назад, а именно 15 января 2023, мы выпустили вот это видео, в котором сказали вам, что биткоин готовится к росту и собирается пробить первый важный уровень $30 тысяч. В то время он стоил всего 20 тысяч. И конечно в комментариях нам писали: вы о чем, какой еще рост, когда в мире происходит полный хаос. Но проходит всего 1 месяц, биткоин стоит уже 25 тысяч, а мы выпускаем еще один ролик, где говорим, что сейчас последний шанс, когда вы можете купить биткоин по такой низкой цене. Многие зрители по-прежнему считали, что роста не будет. Вот только проходит еще чуть больше месяца, и биткоин пробивает заветный $30 тысяч на фоне банковского кризиса в США. Далее, середина весны и начало лета 2023 были не самыми положительными, ведь SEC напала на Binance и Coinbase, а почти все альты назвала ценными бумагами и даже грозила их запретить. В то время рынок сильно просел, но даже тогда мы верили в рост биткоина, накапливали его и делали это не зря, ведь все изменил буквально один день. 15 июня 2023. Именно в этот день самая большая инвестиционная компания в мире BlackRock подает заявку в SEC на спотовый биткоин ETF. И начиная с того дня на нашем канале выходило много видео, где я вам говорил, что биткоин будет 35 тысяч, 37, 40, ну и конечно же 50 тысяч долларов. Для начала хочу поздравить всех, кто вместе с нами верил в рост. Ведь, как вы видите, каждый день ожиданий нам окупился. И вопреки всем, кто говорил, что ETF биткоину не поможет и цена расти не будет, он вырос и наконец-то пробил этот важный уровень. Но расслабляться нам точно не стоит. Ведь сейчас, когда движение биткоина напрямую зависит от крупных фондов, как, например, BlackRock, самый главный вопрос заключается в том, когда эти компании перестанут покупать биткоин. И на этот вопрос я вам, конечно же, отвечу в сегодняшнем видео. Также мы разберем актуальные прогнозы от самого большого биткоин-кита Майкла Сейлора, узнаем, как предстоящий халвинг повлияет на биткоин, почему эфир пробьет новый максимум 3000, и дополнительно я вам расскажу, как Solana оказалась на 4-м месте в рейтинге. В общем, все самое интересное, потому что ваша поддержка под последними видео мотивирует нас снимать только такие интересные ролики. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, и новые видео будут выходить еще чаще. А с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, еще раз приветствую вас на нашем канале, где мы разбираем все только самое важное. Текущая неделя была положительной для всего рынка, но были и те монеты, которые особенно выделились на фоне других, как, например, Solana, которая заняла 4-е место, обогнав монету BNB. Но в то же время в топ-50 ворвалась одна интересная монета, которая, во-первых, сотрудничает с Alibaba Group, а во-вторых, она выросла на 30% за неделю. И чтобы узнать название этого альткоина, переходите в наш телеграм-канал. Там мы уже выложили этот пост и дополнительно для вас публикуем всю самую важную информацию касательно рынка крипты, так что обязательно подписывайтесь. Ну а первое, что мы сделаем сегодня, это откроем график биткоина, на который можно смотреть вечно, точно так же, как на огонь или бегущую воду, ведь уже вторую неделю подряд его цена только растет. И если мы подведем промежуточный итог текущей недели, то увидим, что начиная с понедельника он вырос почти на 10%. Но не так важно, на сколько процентов он вырос, а какой уровень он пробил, ведь мы наконец-то дошли до заветного уровня $50 тысяч. Те, кто давно в крипте, прекрасно помнят, что в последний раз, когда биткоин торговался на этом уровне, это было аж в декабре 2021. И я прекрасно помню то время, когда биткоин упал до исторического дна, около 15 тысяч. Ведь многие на биткоине ставили крест и говорили, что пузырь лопнул. Но проходит чуть больше года, и в этот так называемый пузырь инвестирует деньги самая большая финансовая компания в мире под названием BlackRock. Как я говорил в начале, перед одобрением ETF у некоторых были сомнения, что это поднимет цену биткоина, по причине того, что в Европе уже есть такие спотовые биткоин ETF. Но невозможно сравнивать развитый фондовый рынок США с рынком ЕС, потому что он превышает его в 4 раза. А также у тех компаний, которые предоставляли ETF в Европе, нет такого количества клиентов по всему миру, как у BlackRock. Вот поэтому те ETF, которые запустили в США, сразу получили активный спрос со стороны инвесторов. И если кто-то из вас до сих пор думает, что сейчас ETF никак не влияет на биткоин, я вам просто покажу, сколько денег отправили инвесторы в биткоин ETF во вторник. $493 миллиона, и это только в ETF BlackRock. Данная сумма является абсолютным рекордом с момента одобрения ETF 10 января. Скептики могут сказать, что это же деньги отправились в ETF фонд, а не напрямую в биткоин. Но все деньги, которые сейчас получает BlackRock, они как раз таки уже напрямую идут именно в биткоин. Ведь давайте в очередной раз откроем официальный сайт ETF BlackRock и увидим, что на данный момент компания держит более 100 тысяч монет, хотя всего полмесяца назад их было в 2 раза меньше. Вот таким элементарно простым образом я вам ответил
ответил на вопрос, почему биткоин растет уже вторую неделю подряд. Такой рекордный спрос на ETF объяснил самый большой кит Майкл Сейлор, который, кстати, сейчас находится в плюсе на $3 миллиарда. Ведь его средняя цена покупки биткоина гораздо ниже рыночной. Так вот, в интервью CNBC на этой неделе Сейлор объяснил, что за последние 10 лет, когда у больших инвесторов не было возможности покупать биткоин, накопился огромный спрос, который сейчас удовлетворяется за счет тех самых ETF. И Сейлор заявил, что текущий спрос на биткоин почти в 9 раз превышает предложение, которое могут создать майнеры. А также Сейлор сказал, люди ждали эти ETF в течение 10 лет с неудовлетворенным спросом, и наконец-то основные инвесторы получили доступ к биткоинам. И я думаю, что именно это стимулирует рост капитала в этом классе активов. Биткоин сейчас пользуется спросом, потому что он не коррелирует с традиционными рискованными активами и не связан с какой-либо конкретной страной или компанией, конкурентом по квартальному циклу продукта, ни с погодой, ни с войной, ни с базой сотрудников или цепочкой поставок. Да, именно такой положительный настрой касательно биткоина имеет кит Майкл Сейлор. А ведь еще в 2020 году Сейлор впервые купил биткоин, но даже после падения до 15 тысяч он не продал ни одну монету, а только продолжает его накапливать. И в принципе на данный момент все, кто покупал биткоин по 40, 35, 30 и уж тем более по 20 тысяч долларов, остаются в плюсе точно так же, как и Майкл Сейлор. Но если вы по каким-то причинам не успели купить крипту и не знаете, на каких уровнях лучше всего входить в рынок сейчас, оставьте эту сложную работу для команды профессиональных аналитиков нашей подписки Coin22 Pro, потому что сейчас на фоне активного рынка наши аналитики работают 24/7, чтобы каждый из вас мог заранее получать лучшие точки входа и самые оптимальные уровни для фиксации прибыли. К примеру, на днях все участники Pro получили сделку на Ethereum, в которой было указано, где открывать лонг, а где фиксировать от 70% профита. И формат нашей работы становится еще проще после подробного обучения на старте, которое предоставляется для всех новичков. И вам не придется изучать сухую теорию, ведь для прибыльной торговли нужна практика. И как раз таки 90% времени вы будете именно торговать под присмотром наших специалистов. А если на каком-то из этапов работы у вас появятся вопросы, то в любое время суток вы можете сразу получить ответ от нашей замечательной поддержки. Как показывает практика, после роста до новых максимальных уровней цена биткоина очень волатильна, за счет чего можно будет очень хорошо заработать в ближайшее время. Поэтому если вы уже пропустили рост на 50 тысяч, не стоит повторять своих ошибок, а лучше присоединяйтесь к подписке Pro. Это можно сделать, просто написав нам по ссылке в описании. Но несмотря на то, что Майкл Сейлор заявил, что биткоин полностью независимый актив, глава SEC Гэри Генслер считает, что биткоин не такой уж и децентрализован. Ведь по его мнению цену биткоина контролируют, скорее всего намекая на большие фонды. В данной ситуации сложно сказать, что фонды не влияют на биткоин, особенно после роста до 50 тысяч. Но Сейлор больше имел в виду, что биткоин не зависит от какого-то одного фактора, как, например, национальной валюты многих стран. Ведь если в той или иной стране растет инфляция, это в любом случае повлияет на стоимость внутренней валюты. Причем весь денежный оборот в стране контролирует центральный банк. С биткоином все иначе. Майнить его может каждый, у кого для этого есть возможности. А также он не зависит напрямую от какой-то одной компании, которая могла бы, например, обанкротиться. Биткоин реально больше похож на золото, ведь добывать его могут все, а цену устанавливает сам рынок. То есть работает принцип спроса и предложения. И с появлением ETF биткоин получает звание полноценного мирового актива. Тем более после роста выше уровня 50 тысяч, его капитализация поднялась выше $1 триллиона. Благодаря этому биткоин занял 10 место в рейтинге самых высококапитализированных активов на планете. И как вы видите, он обогнал такие компании, как Samsung, MasterCard, JP Morgan, Visa и даже Tesla. А следующий, кого биткоин может сдвинуть на 10 место, является компания Meta. И что самое интересное, биткоин существует всего 15 лет, в то время как все эти компании были созданы еще до 2000-х годов. И я не понимаю, как после такого некоторые считают, что биткоин может стоить 0. Поверьте, в BlackRock сидят далеко не глупые люди, и прежде чем запускать ETF, они долгое время изучали эту технологию, и только после этого приняли решение, чтобы любой инвестор мог покупать биткоин через ETF. И если вы меня спросите, а продолжат ли BlackRock и другие компании покупать биткоин, я вам отвечу да. На данный момент главная цель всех фондов – накопить как можно больше биткоинов до халвинга, который пройдет в апреле. Ведь если мы вспомним слова Майкла Сейлора, то он сказал, что текущий спрос на биткоин в 9 раз
превышая чистое предложение от майнеров. Но при этом давайте не забывать, что после халвинга оплата майнерам снизится вдвое, за счет чего спрос вырастет до 18 раз. Да, это всего лишь в теории, но других причин, по которым BlackRock отправляет каждый цент в биткоин, у меня больше нет. И знаете, почему именно халвинг так важен для BlackRock? Потому что еще летом раскрыли информацию, что BlackRock инвестировала $600 миллионов в большие компании, которые занимаются майнингом. При этом в некоторых из них BlackRock имеет значительную долю, а все потому, что после халвинга они вряд ли захотят покупать на вторичном рынке. Они могут напрямую покрывать расходы за майнинг и добавлять в свой ETF еще больше биткоинов. Вот поэтому вероятность того, что фонды во главе с BlackRock продолжат скупать биткоин до халвинга, который запланирован на апрель, очень высокая, что не обходится без влияния на сам биткоин, который сейчас торгуется выше уровня 50 тысяч. И даже после того, как в США опубликовали данные по инфляции, которые превысили прогнозы в 2,9%, биткоин показал уверенный рост, и ему понадобилось меньше суток, чтобы вернуться выше 50 тысяч. Это, конечно же, демонстрирует тот высокий спрос, о котором я говорил ранее. Но вопрос, куда он пойдет дальше? Ответить на данный вопрос нам помогут данные по ликвидациям. Ведь как только биткоин поднялся в диапазон выше 50 200 $, шорт-сделки трейдеров начали ликвидироваться или закрываться по стоп-лоссам. Таким образом, в этом диапазоне ликвидировало почти $25 миллионов, но шортисты сдаваться не хотели, поэтому переоткрыли позиции, а некоторые добавили ликвидности. Ведь никто не верил, что биткоин пробьет 51 тысячу $. Но зря, потому что как только биткоин пробил этот уровень, ликвидировало еще $52 миллиона. Таким образом, мы можем сделать вывод, что на этих локальных максимальных уровнях нет заявок от больших продавцов, которые хотят продать биткоин по 50 тысяч. А значит, в ближайшее время мы будем наблюдать за тем, как биткоин войдет в фазу консолидации выше этого важного уровня. И самое главное, что должен сделать биткоин до конца этой недели, это удержать уровень 50 тысяч, как это было ранее после пробоя новых максимальных уровней. Тем временем зеленые полосы на индикаторе схождения и расхождения скользящих средних сигнализируют о наличии потенциала восходящего тренда. И если линии индикатора будут расходиться еще больше, биткоин продолжит расти, и возможно даже до халвинга мы увидим 55 тысяч. Но спешить пока не будем, ведь малейшие негативные новости, как это было после ИПЦ, могут привести к локальным откатам биткоина, вот в этот диапазон спроса. Так что пока наблюдаем и посмотрим, как он закроет эту неделю. А уже в это воскресенье выйдет новое видео, где я вам расскажу дальнейшие перспективы биткоина. Тем временем эфир совершенно не отстает от биткоина и также пробивает новый годовой максимум. А те, кто смотрел вот это наше видео, были готовы к такому повороту событий. Ведь я сказал, что эфир вернулся в восходящий параллельный канал, и первой его целью является $3000. И что самое главное, эфир растет не только из-за общего роста рынка, ведь его главными катализаторами остается обновление Денкун в марте, а также потенциальное одобрение ETF в мае этого года. Гонка за эфир ETF продолжается, и на днях к ней присоединилась компания Franklin Templeton, поэтому март, а также май станут самыми важными месяцами для эфира. Сейчас количество валидаторов в сети эфир растет, а общий TVL в блокчейне вообще превысил $23 миллиарда. Так что напоминаю, в вашем портфеле эфир должен занимать не менее 20%, а на фоне таких положительных событий лучше вообще все 25%. Но при этом я не могу пройти мимо еще одной монеты, которая теперь по праву забирает звание третьей криптовалюты мира. И да, это Solana, потому что ее капитализация выросла до 50 миллиардов, что позволило ей обогнать BNB и занять 4-е место. И если не брать в учет стейблкоин USDT, Solana действительно является третьей криптовалютой мира. Ее рост связан с проведением большого количества аирдропов, которые вызывают рост новых пользователей и транзакций в сети. Конечно, популярность Solana гораздо меньше, чем у эфира, но я думаю, что Бутерин все-таки задумывается, как бы быстрее провести свое обновление, чтобы не потерять своих пользователей. Ну а если проанализировать движение других монет, они по-прежнему находятся в восходящем тренде, точно так же, как и биткоин. Вот поэтому вам ни в коем случае не стоит пропускать наши ролики, потому что еще перед началом этого года я делал для вас большое видео с прогнозом, где рассказывал про будущий рост биткоина, эфира и даже Solana. Так что если вы до сих пор не нажали на колокольчик, сделайте это прямо сейчас. Также не забудьте подписаться на наш Telegram, где вас ждет название перспективной монеты. И увидимся с вами уже очень скоро. Всем желаю удачи, до скорых встреч!